Всем привет, меня зовут Саша, вы на канале Сашонка Влог. Как-то в самом начале, когда я только завела этот YouTube канал, я выложила видео, здесь вот по ссылочке вы можете посмотреть. Это видео про наши конды, про facilities, так называемые, про всякие бассейны, теннисные корты, которые у нас есть здесь на территории. Но я не показала самого главного, это, собственно, ту квартиру, в которой мы живем, которую мы снимаем. Мне вначале казалось, что, наверное, это будет не очень интересно, потому что квартира у нас небольшая совсем, и это будет самый быстрый вообще рум-тур за всю историю всех рум-туров. Но мне бы было самой интересно, на самом деле, посмотреть, как люди живут в Сингапуре, какое жилье они снимают, в каких условиях живут. Поэтому я вас приглашаю в нашу уютную квартирку, студию 409 квадратных футов. Это 37 квадратных метров. Вот так вот, собственно, это все выглядит. Начнем от входной двери, логичным образом. Входная дверь у нас деревянная, и у нее необычный замок. Мне кажется, наверное, только в Сингапуре это возможно, потому что замок у нас, во-первых, кодовый, то есть мы можем попасть в квартиру, введя код, который знаем только мы, это раз. А во-вторых, еще и по отпечатку пальцев мы тоже можем попасть, заранее это все программируется в этот замок, так что, мне кажется, это просто вообще какая-то техническая новинка, очень интересная. Здесь у нас домофон, причем он тоже с видеоизображением, то есть если, например, курьер к нам какой-то звонит, то мы видим, как он выглядит здесь на экране. Что мне нравится в этой квартире, это то, что она довольно небольшая, но при всем при этом у нее очень много разных шкафов, систем хранения, и можно все так классно спрятать, в общем, убрать с глаз долой. Например, здесь у нас разные коммуникации, роутер еще у нас для интернета тут стоит, и, в общем, вот так вот дверь закрывается просто, оп, никаких проводов, все скрыто, в общем, очень классно. Есть пакет с пакетами, я туда заглядывать не буду. Дальше у нас начинается зона кухни, холодильник, как можете видеть. Мне очень нравится на самом деле наша кухня тем, что она достаточно большая для квартиры такого размера. И плюс еще мы смотрели разные другие объявления, другие квартиры. И мало где вообще есть вот такая вот огромная рабочая зона, куда можно, в общем, все разместить. Тут у нас наши всякие кухонные приборы стоят. Чайник, кофеварка. А, собственно, в других квартирах такого нет. Как правило, сразу же мойка, сразу же плита идет. В общем, все как-то это компактненько так сделано. Здесь у нас большая достаточно кухня, индукционная плита двухкомфорочная, встроенная, микроволновая печь, как вы можете видеть, тоже встроенная, и, собственно, вытяжка. Это вот из тех кухонных разных приборов, которые у нас тут есть. Должна я вам сказать очень интересный факт, это то, что владелица этой квартиры, когда она ее покупала в ипотеку, она покупала ее вместе, собственно, всей отделкой, с ремонтом и даже вместе с вот этой вот всей техникой кухонной в том числе. Мне кажется, это довольно интересно, потому что в России, если покупаешь квартиру, то покупаешь, собственно, просто голые стены, и иной раз даже без всякой отделки, просто черновая отделка и все. А здесь прям можно полным пакетом это все приобрести. У нас здесь еще есть стиральная машина, тоже очень интересная тем, что у нее есть функция сушки, что крайне важно вообще в Сингапуре, потому что здесь, во-первых, жарко, во-вторых, очень влажно, и если стираешь какую-то крупномасштабную такую стирку, устраиваешься всякими пододеяльниками, постельным бельем, то это все очень долго может сохнуть, несколько дней на балконе. А сушка вообще классная вещь, потому что запихнул туда на 2 часа, и все практически сухое. Быстро оттуда потом можно достать. Здесь у нас есть стол, кухонная, естественно, как вы можете видеть, вместе со стульями из Икеи, потому что где еще можно что-то купить, кроме как в Икее. Мне кажется, это очень такой классный, удобный вариант. Если ты приезжаешь жить и работать в какую-то другую страну, то всегда есть Икея, потому что всегда знаешь, чего ожидать, сколько ты на это все потратишь. В общем, не реклама Икеи, но, в общем, я люблю там бывать. Что еще, где еще можно купить мебель, в конце концов? Здесь у нас есть кровать, любезно предоставленная хозяйкой этой квартиры вместе с матрасом. Это все у нас шло, когда мы снимали эту квартиру. А здесь у нас есть такой огромный, на самом деле, двухстворчатый шкаф. Не буду показывать, что там, не буду открывать, знаете, этот ящик Пандоры. Там бардак, как у всех, я так думаю. Но он очень вместительный, практически он до самого потолка, как можете видеть. И там даже у нас и чемоданы наши, все туда спрятано, все туда влезает. Здесь у меня свет для моей студии стоит. А здесь телевизор самый обычный, мне кажется, вообще максимально дешевый, какой только можно себе представить, без каких-то там суперфункций типа смарт-ТВ. У него есть антенна, которая показывает буквально там каких-то 5 государственных каналов на разных языках, которых мы не знаем. Поэтому мы очень долгое время его вообще не использовали, у нас он просто стоял как черный экран, но потом мы додумались купить HDMI кабель с переходником, и поэтому теперь смотрим YouTube и Netflix
сами включаем себе и устраиваем кино. А здесь у нас есть стол, который мы тоже сами приобрели из Икеи, естественно. И он такой стеклянный, на самом деле минималистичный, классный. Мы его так удачненько, я считаю, поставили возле окна. Можно сидеть, работать, смотреть в окно, рефлексировать, мечтать. В общем, очень классно. Пойдемте, кстати, посмотрим, что у нас тут за окном творится. У нас тут есть балкон. Мне кажется, балкон — это такая, знаете, зона отчуждения во всех квартирах, потому что мало кто знает, что с ним делать, что сюда вообще поставить. У нас тут 2 стула, стол. Такая, знаете, чилл-аут зона. Мы время от времени тут даже завтракаем, но очень жарко, поэтому редко мы это делаем. Сушилка для белья, естественно. Ну и самое важное — это вид. Вид, как у нас, вы можете видеть, так называемый unblocked view, как это называется в риэлторских тут местных объявлениях, означает, что у нас нет дома, который бы окна в окна стоял. А у нас тут даже есть такой вот вид на это прекрасное HDB. Посмотрите, оно совершенно очаровательное. Мне кажется, это одно из самых красивых HDB вообще в Сингапуре, потому что оно вот так вот интересным образом разукрашенное. Причем это случилось довольно недавно, буквально год назад, после локдауна. Они его вот так вот разукрасили во все эти китайские мотивчики. А до этого оно просто было таким, знаете, невзрачно-голубым, как и все, собственно, HDB. Здесь у нас, я думаю, показать тоже вам еще один типа балкончик, на котором стоит вот эта вот внешняя часть от кондиционера. Мне кажется, это очень классная задумка, потому что если смотреть с внешней стороны на здание, то вот эти кондиционеры, они не портят вообще вид внешний и фасады. Мне кажется, с точки зрения какой-то урбанистики и вообще ландшафтного дизайна, это очень такая интересная задумка, потому что все это выглядит довольно опрятно, если смотреть просто с улицы на это здание. Все, балкон я вам показала. Возвращаемся обратно в квартиру. Как вы могли заметить, у нас квартира довольно-таки аскетичная. То есть у нас нет, знаете, плакатов наших любимых музыкальных исполнителей на стенах. Причина этому есть, потому что у нас в договоре есть прям отдельный пункт, который нам запрещает забивать гвозди и сверлить дырки в стенах без особой надобности. То есть нам нужно обговаривать это дополнительно с владельцем этой квартиры. Мы, собственно, ее не беспокоим, поэтому вот живем в таких вот немножечко аскетичных, минималистичных апартаментах. Вот. И еще я вам интересный тоже гаджет хотела показать. Дело в том, что у нас здесь есть вот такой вот любопытный прибор-вентилятор. Он, помимо того, что это вентилятор, это еще источник света, то есть это еще такая лампа. А на самом деле у нас помимо вот этого вентилятора здесь есть еще и кондиционер, но если кондиционер как-то можно выключить и в какой-то момент воспользоваться вот этим вентилятором, который тоже прохладу создает. Но мы чаще всего, практически, наверное, 24/7, всегда пользуемся кондиционером, потому что как еще можно выжить вообще в Азии, где даже ночью температура не опускается ниже 30, поэтому он у нас практически круглые сутки работает. Вот, квартиру я вам показала, остался туалет, поэтому давайте через пару секунд я вам покажу туалет. Поехали. Он рядом с входной дверью, вот здесь вот рядом расположен. Попадаем в туалет. Собственно, здесь унитаз с функцией биде, между прочим, вот эти 2 кнопочки с края. Ну и к разговору о системах хранения, мне очень нравится вот этот стеллаж за зеркалом, потому что зеркало еще вот таким вот образом двигается. И там тоже полочки, очень много всего можно туда положить, это раз. И плюс вот здесь вот мойка, например, и под мойкой тоже здесь есть ящик, довольно вместительный, где много разной бытовой химии, у нас тут и косметики тоже спрятано. Там под мойкой непосредственно уже на уровне пола тоже достаточно большое пространство, поэтому там тазы, ведра у нас спрятаны там. Ну и, собственно, душ, как вы можете видеть, вот этот вот стеклянный экран, это у нас душ. Там есть даже функция тропического душа сверху. Это была моя вообще отдельная мечта, знаете, как в отелях, иметь возможность вот этого вот тропического душа. Но на самом деле в реальной жизни мы им практически не пользуемся. Вот такие дела. Собственно, вот так вот выглядит наша квартира. Вот это туалет. И все. На этом все. Рум-тур, можно сказать, закончен, потому что наша квартира-студия выглядит вот таким образом. Немножко цифр и фактов. За эту квартиру мы платим 2050 сингапурских долларов в месяц.
Это только аренда, то есть сюда не входит коммуналка. За электроэнергию, водоснабжение мы платим порядка 140 сингапурских долларов в месяц. Возможно, могло бы быть и меньше, если бы мы регулярно не пользовались кондиционером. Он у нас работает практически 24/7, потому что очень жарко действительно. Я не знаю, как жить по-другому, потому что даже если открываешь окно буквально на 10 минут, то такой жаркий влажный воздух заполняет все пространство, поэтому мы постоянно оставляем кондиционер работающим. Кстати, о кондиционерах еще очень важно упомянуть, что мы за годовое обслуживание, за годовой сервис кондиционера заплатили вот в этом году $264. Что это значит? Что каждый жилец, который вот, собственно, снимает квартиры, он обязан проходить 4 раза в год как минимум сервис кондиционера. То есть приходит специальная служба, которая его чистит, там моет, все остальное от пыли, от грязи. Вот, это такой обязательный пункт. Вот, собственно, годичное его обслуживание годовое стоит $264 для нас. И еще мы $50 в месяц платим за интернет, за Wi-Fi. Вот, собственно, весь такой бюджет, который у нас уходит на эту квартиру. Какие плюсы могу назвать? Это в первую очередь то, что мы живем в районе, который называется Jurong West, станция метро Lakeside. Lakeside, потому что есть озеро у нас рядом, Jurong Lake. Очень классный район, знаете, тут так светло, зелено, вообще много всего в шаговой доступности, супермаркеты, школы, для родителей это может быть очень важно. В 2 станциях метро от нас Jurong East, это, во-первых, такой транспортный узел, транспортная развязка, и плюс еще там есть несколько торговых центров типа Westgate, Джема, J-Cube, в общем, там есть все, кинотеатры, супермаркеты, рестораны, даже Икея недавно открылась, так что можно вообще далеко из этого района никуда не уезжать. Еще один плюс — это то, что квартира была абсолютно новая, потому что комплекс этот был сдан в эксплуатацию незадолго до того, как мы сюда приехали. Соответственно, никто здесь не жил в этой квартире до нас. Для меня это был такой приятный бонус, потому что я никогда в жизни не снимала жилье, не жила в съемных квартирах, и я немножко такой брезгливый человек, поэтому для меня это было крайне важно, что здесь никто до нас вообще не жил. Абсолютно новая чистая квартира. Не только квартира, а вообще, в принципе, даже все эти facilities, бассейны, джакузи и так далее, все тоже было новое, потому что весь комплекс был новый абсолютно. Это из плюсов. А из минусов, что могу сказать? Буквально, наверное, не так давно, может быть, полгода назад, мы стали замечать, что стало очень шумно. У нас вот эта деревянная дверь, которая сзади меня вы можете видеть, она не очень шумоизолирующая, если честно. И у нас буквально вот в 2 метрах от нашей двери есть мусоропровод, и наши соседи очень часто любят поздно вечером, рано утром выбрасывать мусор. Мы все это слышим, иной раз даже просыпаемся от этого. Я могу предположить, наверное, может быть, потому что из-за локдауна, пандемии и все прочее, люди стали больше проводить времени дома, поэтому стало довольно шумно. Ну и плюс наш ближайший сосед, у них там есть ребенок, который играет сразу же на нескольких музыкальных инструментах, поэтому у нас тут бывает очень весело, очень шумно. Вот, это из минусов. Еще могу сказать, что я бы хотела, чтобы у нас была духовка. Мы могли заметить, наверное, что у нас есть только, собственно, плита индукционная и микроволновка. Духовки у нас нет. Я, на самом деле, не расстраивалась сначала, потому что я вообще не люблю готовить. Поэтому чем меньше гаджетов, которые мне нужно осваивать, тем лучше. Но потом я поняла, что, наверное, даже проще с духовкой. Запихнул туда все на 1,5 часа, все готово. Рыбу мы тут пытались жарить, потом можно было, наверное, съезжать, вообще искать новую квартиру, потому что все это очень сложно, весь этот запах потом вывести, а в духовке, наверное, было бы проще это все приготовить. Вот, это из минусов. А в целом нам очень нравится здесь жить, очень классная, уютная квартира, пусть небольшая, но тем не менее. Вот, так что спасибо, что посмотрели это видео. Собственно, это, наверное, все, что я хотела рассказать про нашу квартиру, в которой мы живем. Надеюсь, вам понравилось. Посмотрите также, опять же, предыдущее видео про наши все бассейны, которые у нас тут есть, про facilities, так называемые. Собственно, спасибо, что смотрите мои видео. Продолжайте в том же духе. Увидимся. Пока-пока.